Всем привет! Меня зовут Ксения, вы на моем канале Бани Тильда. В этом видео я хочу показать, как я связала такое пальто на зайку. Для начала давайте я расскажу, что мне для этого понадобилось. Конечно, мне понадобилась пряжа, у меня это Yarnart Jeans, номер цвета серого, если кому-то интересно, 46, и цвет молочного 03. Серого моток у меня был полный, вот что от него осталось, то есть нужно совсем немного. И также совсем немного понадобится пряжи молочного цвета. Вязала я пальто спицами круговыми 2,75. На рукава я брала спицы чулочные. Также понадобится крючок, ножницы и совсем немного бросовой нити. Ну и какой-то декор. Единственное, сразу хочу сказать вам, когда будете вязать воротник, сделайте его подлиннее. Мне вот такой воротник не очень нравится, надо было мне его связать побольше, ну да ладно. Вроде ничего не забыла, давайте приступим. Так, для начала давайте на бросовую нить наберем 42 воздушных петли. Петли сильно не затягивайте, они должны быть свободные. Так, после того, как набрали цепочку из воздушных петель, по этой цепочке на спицы давайте наберем 36 петель. После того, как набрали 36 петель, провяжите один ряд изнаночный, один лицевой и опять один изнаночный. И со следующего лицевого ряда мы начнем вывязывать реглан. Кромочную снимаем, вяжем 4 лицевых, 1, 2, 3, 4. Вот наша петля реглана. Мы подхватываем вот эту первую дужку, вот петля на спице, и следующую мы подхватываем, одеваем ее на спицу и сразу провязываем лицевой скрещенный. Здесь можете повешать маркер, чтобы отметить регланную петлю. Дальше мы ее провязываем. С этой стороны, так как мы ее провязали, мы уже будем поднимать не вот эту дужку петли, а вот следующую нижнюю, то есть от спицы вторая. Поднимаем ее на спицу и провязываем также скрещенный лицевой, то есть здесь слева направо. Дальше вяжем 5 петель рукава, 1, 2, 3, 4, 5. И вот наша опять регланная петля. Здесь мы сначала подхватываем первую дужку на спицу ее и провязываем лицевой скрещенный. Здесь также можете повешать маркер. Провязываем саму петлю реглана и здесь уже подхватываем вторую дужку, так как мы провязали ее. Поднимаем ее на спицу. Вот она. И провязываем ее слева направо. Дальше вяжем 10 петель, извиняюсь, 12 спинки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот наша петля реглана. Подхватываем снизу первую дужку, одеваем ее на спицу и сразу провязываем скрещенный лицевой. Дальше провязываем саму петлю реглана и здесь подхватываем вторую дужку. И провязываем
ее скрещенной слева направо. Дальше опять 5 петель рукава. 1, 2, 3, 4, 5. Вот петля реглана. Подхватываем, одеваем на спицу и провязываем скрещенной лицевой. Дальше сама петля реглана. Вот у нас вторая дужка. Если мы за эту верхнюю провяжем, у нас тогда будет неровная потом цепочка, которая будет образовываться вокруг, в регланной линии. Так, одели ее и провязываем скрещенный. И довязываем этот ряд. 1, 2, 3, 4 и кромочная, изнаночная. Лицевой ряд вяжем по рисунку, то есть все петли лицевые. Да что такое? Кромочную снимаем и вяжем лицевыми петлями. Третий ряд регланом. Кромочную снимаем, вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Вот наша регланная петля. Покажу еще раз. Здесь захватываем первую дужку сверху, провязываем ее скрещенной лицевой. Дальше провязываем саму петлю реглана. И здесь захватываем нижнюю вторую дужку и провязываем ее тоже скрещенной лицевой. Дальше мы вяжем 7 петель рукава. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Наша петля реглана. Поднимаем дужку, одеваем на спицу и провязываем скрещенную, провязываем петлю реглана и здесь подхватываем уже за вторую дужку от спицы. Одели и провязываем ее скрещенной. Дальше вяжем 14 петель спинки. 1, 2, 13 и 14. Подхватываем дужку, одеваем и провязываем скрещенной. Петля реглана, она немножко подрастягивается, когда мы здесь забираем дужку, поэтому вот эту вторую не теряйте дужку. Одели, провязали. Дальше 7 петель рукава. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Петля реглана. Одеваем дужку петли на спицу, провязываем. Сама петля реглана. Поднимаем здесь вторую дужку и провязываем скрещенной. Довязываем этот ряд до конца. 1, 2, 3, 4, 5. Кромочная, 6. Изнаночный ряд провяжите все петли изнаночные. Итак, на данный момент мы связали 4 ряда реглана. Еще нам нужно связать 10, 5 из которых будут лицевые, в которых мы будем делать прибавки вокруг наших 4 петель реглана. Давайте их свяжем самостоятельно. Итак, провязала я еще 10 рядов реглана. Вот такая косичка у меня получилась. На данный момент у меня на спицах 92 петли. Это вместе с кромочными. В этом ряду мы с вами сформируем
петли рукава. Для этого я приготовила бросовую нить, вставила ее в иголку. Итак, кромочную снимаем, вяжем 12 лицевых. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Как видите, петлю реглана мы забираем в полочку. Дальше 19 петель рукава снимаем на бросовую нить. Сняли петли рукава, нить закрепили. Дальше наберем 5 петель подреза. Раз, два, 3, 4, 5. Вяжем теперь 28 петель спинки. Вот эту петлю первую я провяжу скрещенной, чтобы здесь меньше было дырочки. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 27, 28. Дальше также петли рукава 19 петель сбрасываем на нить. Так, петли сняли. Теперь делаем 5 воздушных петель подреза. 2, 3, 4, 5. И довязываем этот ряд до конца. Последняя кромочная. Переворачиваем наше вязание. И этот ряд вяжем лицевыми петлями. Если вы делали накиды так же, как и я, вяжем, как они лежат. Если по-другому, то обязательно вяжите скрещенными, чтобы не было дырок. Вот наши петли подреза, и вяжем их за переднюю стенку петли. Довяжите этот ряд до конца. После того, как мы связали изнаночный ряд, давайте один ряд провяжем лицевой и один изнаночный. Со следующего ряда мы начнем делать увеличение петель по спинке, чтобы юбка пальто, так скажем, была такая здесь расклешенная. Для начала давайте свяжем 30 петель. Это с учетом кромочной. То есть кромочную снимаем и вяжем еще 29 лицевых петель.
Связали вместе с кромочной 30 петель. И вот наши центральные 4 петли. Первую петлю и четвертую вокруг мы будем делать прибавки так же, как делали в реглане. Здесь подхватываем первая дужка, провязываем скрещенную лицевую, саму петлю, здесь поднимаем вторую дужку и провязываем ее скрещенной слева направо. Вяжем 2 лицевых и четвертую петлю провязываем также. И довязываем ряд до конца. Изнаночный ряд вяжем без изменений. И таких рядов с прибавками я провяжу приблизительно 7-8 рядов. Это зависит от того, как вы хотите, чтобы она у вас была насколько расклешенная. Ну, я сделаю 7-8 рядов. То есть в общей сложности вместе с изнаночными рядами у меня получится 14-16 рядов. Прибавки я буду делать в каждом лицевом ряду. Итак, я провязала все-таки 14 рядов, из которых 7 лицевых были с прибавками. Сейчас давайте провяжем 4 ряда лицевой гладью. То есть лицевой ряд, 1 изнаночный, опять лицевой и 1 изнаночный. Итак, 4 ряда лицевой гладью я провязала. Следующий ряд мы провяжем полностью лицевыми петлями, но для начала давайте вот здесь одну петлю закроем, чтобы у нас здесь не было ступеньки, чтобы она немножко закруглилась. Снимаем кромочную, провязываем лицевую и одну петлю закрываем. И здесь у нас не будет теперь ступеньки. И довязываем этот ряд полностью лицевыми петлями. Встретимся на изнаночном ряду. Изнаночный ряд мы начнем так же, как лицевой. Закроем одну петлю в начале, снимаем кромочную, провязываем изнаночную и закрываем ее. Дальше мы будем вязать поворотными рядами для того, чтобы низ пальто у нас был закругленный. Сейчас давайте изнаночными петлями провяжем до последних 2 петель. Итак, я довязала до последних 2 петель. Переворачиваем наше вязание. И чтобы при поворотном вязании в полотне не образовывалось дырочек на место поворота, мы будем вязать следующим способом. Этот способ немецкий, для меня он самый простой, ничего сложного в нем нет. Но если вы, как я, вяжете бабушкиными петлями, то есть вяжем за заднюю стенку петли как бы справа налево, то для начала нам нужно эту петлю перевернуть. Если вы вяжете классическими петлями, то есть как бы слева направо, то вам переворачивать не нужно. Нить перед работой. Заводим спицу под рабочую нить и петлю. Переснимаем наше вязание на правую спицу. И теперь рабочую нить подтягиваем вниз и слегка вправо. И у нас получается здесь петля как бы на ножке, то есть она так сдвоилась. Назовем ее петля на ножке. Это петля одна, и их не 2. Оставляем так. Теперь вяжем лицевыми петлями, также не довязывая 2 петли в конце ряда. Как переворачивать с изнаночного на лицевом ряду, я вам еще покажу. Давайте довяжем лицевыми петлями до последних 2 петель. Так, довязали, разворачиваемся. Ну и в изнаночном ряду немножко проще. Нить также перед работой, и мы ее слегка подтягиваем, назад оттягиваем
И вот сразу у нас видно вот эти две ножки петли. Вот они. Переносим их на правую спицу и подтягиваем вниз и немножко вправо рабочую нить. Все, вот наша сдвоенная петля. Теперь вяжем изнаночными петлями до последних 2 петель перед первым поворотом. Вы эту петлю не спутаете. Вот она сдвоенная. Секунду. Вот видите, она сдвоенная. Вы ее никогда ни с чем не спутаете. И сейчас довяжем до вот этих 2 последних петель перед первым поворотом. Так, я довязала. Вот моя сдвоенная петля и вот 2 недовязанные до нее. Разворачиваем вязание, переворачиваем петлю. Напомню, кто вяжет классическим способом, переворачивать вам не нужно. Нить перед работой, заводим спицу под рабочую нить и под петлю. Переносим на правую спицу и подтягиваем рабочую низ вниз и немножко вправо. Вот наша опять сдвоенная петля. Дальше вяжем также лицевыми петлями опять до 2 последних петель перед последним поворотом. То есть вот наш поворот, вяжем до сюда. Так, я довязала до последних 2 петель перед последним поворотом. Разворачиваемся. Нить перед работой. Оттягиваем эту нить. И вот они, наши 2 ножки. Подхватываем их и переносим на правую спицу. И здесь затягиваем. Нить тянем вниз, немножко вправо. Все. Так, я потеряла петлю. Секунду, сейчас вернусь к вам. Так, ну, я ЧП свое исправила. Подтягиваем вниз и немножко вправо. Дальше вяжем также изнаночными петлями до последних 2 петель, до последнего поворота. Смотрите, мы с вами сделали 4 разворота. Нам нужно еще сделать 6 их. То есть вы сейчас в изнаночном ряду вяжете изнаночными петлями до последних 2 петель перед последним поворотом. Разворачиваетесь, вяжете лицевой также до последних 2 петель последнего поворота. И так еще 6 раз. То есть нам нужно развернуться 6 раз. В общей сложности у нас получается, мы разворачиваемся 10. Давайте свяжем самостоятельно. Я думаю, с разворотом все понятно. Итак, я сделала последний разворот. Теперь вяжу изнаночный ряд, это до конца. Но сначала давайте остановимся на петлях разворота, первой справа. Я покажу, как их провязывать. Итак, я довязала до первой петли разворота. Так как у нас это одна петля, мы заводим спицу под обе стенки этой петли и провязываем обычную изнаночную. Вот сдвоенная петля. Вводим спицу под обе стенки петли и провязываем изнаночную. Они немножко туговаты, так как мы их затягивали.
за обе и изнаночная. И последняя за обе стенки и провязываем. Довязываем этот ряд, переворачиваем изделие. Здесь в начале ряда также сделаем убавку, чтобы не было ступеньки. Кромочную снимаем, провязываем лицевую и закрываем. Теперь вяжем лицевыми петлями до также вот первой сдвоенной петли, перевернутой. Покажу, как провязывать их лицевой. Кстати, видите, вот нету дырочек совершенно. Здесь потом постирается, отгладится, и она уляжется, и вообще не будет их видно. Так, ну что ж, вот наша сдвоенная петля, и в лицевом ряду мы всегда ее будем вязать слева направо. Подхватываем также вот за стеночки. Здесь 2 и здесь 2 получается, если так вам будет удобнее, и провязываем. Вот она. Дальше опять сдвоенная, заводим спицу под 2 петли, то есть стенки, провязываем лицевую. И опять вот так провязываем. И последнюю. И довязываем ряд до конца. Все. Теперь разворачиваемся, вяжем лицевой, изнаночный ряд. Здесь мы также одну петлю закроем. И теперь довязываем полностью изнаночный ряд, разворачиваемся на лицевой и закрываем петли. Петли закрывайте привычным для вас способом. Я буду закрывать крючком. Если кто не видел или вяжет со мной первый раз, развернусь на лицевой ряд, вернусь, покажу, как я закрываю крючком. Итак, изнаночный ряд я довязала. Вот, хотела вам показать. Смотрите, у нас нет никаких переходов, не видно места разворотов, нету дырочек, ступенек и так далее. То есть не видно абсолютно. Ну, а теперь я буду закрывать, как я уже сказала, повторюсь, привычным для меня способом, крючком. Провязываю петлю и протягиваю через первую. Я взяла крючок номер 3, чуть побольше, чем спицы, сильно не затягиваю. Нам здесь еще потом петли добирать. В общем, давайте закроем петли и продолжим вязать пальто. Так, я петли закрыла. Так у меня сейчас это все выглядит. Теперь давайте свяжем сразу рукава. Я беру спицы чулочные номер 3. Нет у меня 2,75 чулочных. И поднимаем все петли. На одну спицу я наберу 10 петель, на другую 9. Давайте поднимем петли на спицы. Так, я подняла спицы на 2
петли на 2 спицы. Теперь с помощью крючка, в помощь мне, сначала я вытяну нить здесь, чтобы не было дырочек. Так. Затем по петлям подреза. Так. Вот они, наши петли подреза. Поднимаем петли под ними. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот здесь вот тоже давайте поднимем пару петель, чтобы плотно было. 7, 8 и 9. Все. Теперь у меня еще спица. Вяжем лицевыми петлями 25 рядов. После того, как провяжете 25 рядов, петли закройте. Так, ну, рукава я связала, петли закрыла. Теперь приступим к вязанию планок и волана по всему периметру. Давайте вот за эти кромочные петли наберем петли. Так, я себе сначала помогу крючком. Беру спицы, которыми вязала само пальто, и закромочные набираем петли по всему периметру. Вот они, наши петли планки, за них. Что такое? Не хочет. В общем, давайте наберем петли по всему периметру. Так, я набрала петли, как видите, по всему периметру. И смотрите, вот здесь вот я отметила 14 петель. И с этой стороны, соответственно, тоже. Это будут, так скажем, петли планки. Их мы будем вязать платочной вязкой. То есть во всех рядах мы эти 14 петель и эти 14 петель всегда будем вязать лицевыми. Эти петли остальные мы будем вязать лицевой гладью. То есть сейчас мы начнем с изнаночного ряда, затем лицевой и так далее. Сейчас давайте провяжем этот изнаночный ряд. Эти петли планки мы будем вязать, конечно, как я уже говорила, лицевыми. После того, как провяжем их, будем вязать изнаночными до вот этой части. И здесь уже будем опять вязать лицевыми петлями. Давайте провяжем этот ряд. Так, я связала лицевые и теперь вяжу изнаночные.
Так, провязали изнаночный ряд, давайте приступим к лицевому. Первую мы снимаем, вяжем петли планок. Так, довязала. Маркер я уберу. А тут еще одна. Не люблю с ними вязать. Так, следующие петли вяжем тоже, естественно, лицевые, но с прибавками. Будем делать прибавления в каждую петлю. Сначала вяжем за переднюю стенку и затем за заднюю. Петлю не снимая, провязываем еще одну. Это что ж такое? За переднюю, петлю не снимаем и вяжем за заднюю. И так вяжем до последних петель планки. Планку провязываем обычными просто лицевыми. Давайте свяжем этот ряд самостоятельно. Так, я провязала ряд с прибавками. Теперь я приблизительно провяжу еще 4-5 рядов. Вернусь, скажу, сколько провязала. И нам нужно будет сделать на планке петли под пуговички. В общем, я пошла вязать и вернусь к вам. Так, смотрите, я провязала 3 ряда. Затем развернулась на лицевой, провязала ряд лицевой и остановилась на петлях планки. Сейчас мы здесь сделаем петли под пуговички. Вяжем 3 лицевых. 1, 2, 3. Накид и 2 вместе лицевой. Дальше 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Так, делаем накид, 2 вместе лицевой и довязываем ряд до конца. Все, это наши петельки под пуговицы. Разворачиваемся и вяжем дальше. Петли накида вяжем, как они лежат. После этого я провяжу еще 4 ряда, и в 5-м ряду я закрою петли. Так, в общем, давайте провяжем еще 4 ряда и в 5-м ряду закроем петли пальто. Так, я в итоге провязала 5 рядов, потому что 4-й был изнаночный, и закрыла петли с лицевой стороны. Также я подняла петли воротника на спицу, убрала бросовую нить и, начиная с изнаночного ряда, давайте провяжем резинка на один ряд резинкой 1 на 1. Эту лицевую я петлю, то есть провяжу изнаночной, чтобы ввести цвет и нить. И этот один ряд провяжем резинкой 1 на 1, то есть лицевая и изнаночная. Довязала я один ряд. Дальше мы будем вязать английской резинкой. Вяжется она следующим образом. Кромочную снимаем. Во всех рядах абсолютно лицевая будет вязаться не за саму петлю, которая на спице, а на ряд
ниже. Вот так. И снимаем со спицы. Изнаночная вяжется обычно. И опять вот на ряд ниже. Здесь сначала будет немножко неудобно. Провязываем лицевую. Изнаночная вяжется обычной, а лицевая вот на ряд ниже. Изнаночная, лицевая. Я ввожу спицу на ряд ниже. И так во всех рядах. Сколько я провяжу рядов, я пока не знаю. Но я сейчас свяжу воротник и скажу, сколько рядов я сделала. Ну, а тут опять-таки на ваше усмотрение. Кто какой длины хочет, чтобы был воротник. Так, ну я воротник довязала, я связала его из 20 рядов, но мне кажется, это маловато. Все-таки нужно было связать чуть побольше, учитывайте этот момент. Так, в принципе, мое пальто готово, мне осталось пришить пуговицы, тесьму, в общем, украсить. Ну а результат вы видели в начале видео. Всем спасибо, что связали вместе со мной. Если не подписаны, еще подписывайтесь. Всем хорошего настроения и до новых встреч!